Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Если вы впервые на моем канале, то меня зовут Ольга Береснева. И прежде чем я начну, я хочу попросить вас, во-первых, досмотреть это видео до конца. Я старалась. Во-вторых, если вам понравилось видео, и если вам откликнулся мой канал, вам понравилось то, чем я занимаюсь, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, таким образом вы не пропустите новые видео, и нажимайте на лайки, мне будет это очень приятно, меня это стимулирует, мотивирует для съемки новых видео. Мой канал молодой, поэтому я бы хотела видеть обратную связь и понимать, что мне снимать дальше и в каком направлении мне двигаться. Спасибо. Много лет я использую посудомоечную машину для мытья посуды, но никогда не задумывалась, что таблетку для посудомоечной машины можно использовать как-то иначе, не по назначению. Однажды я увидела ролик с этой таблеткой и подумала, почему бы мне самой это не попробовать. Правда ли, что одна таблетка справляется с кучей разных задач? Давайте вместе с вами это проверим. Поехали! Первым делом одеваем перчатки и растворяем таблетку в сильно горячей воде, настолько, насколько выдержит ваша бутылка. Сначала я, не подумав, пыталась каким-то образом засунуть таблетку в узкое горлышко бутылки. Да, это можно сделать, но быстрее это можно сделать через воронку. И все, реакция пошла. Первой моей испытуемой будет решетка от духовки. Как раз снизу на противне можно увидеть неудачную таблетку, которая не попала в бутылку. Решетку опрыскиваем с двух сторон и начинаем тереть ее губкой для посуды. Я очень удивилась, ведь мне даже не пришлось оставлять средства на время, и так хорошо все отошло. Хочу отметить, что средство практически не пахнет, нет этого едкого запаха, как, например, при использовании средств для духовок, но все же без перчаток тут не обойтись. С противнем средство тоже справилось на ура, хотя он не такой уж и грязный, но забегая вперед скажу так, если бы грязи было бы больше, то просто нужно оставить на некоторое время и, возможно, повторить процедуры, ну или увеличить концентрацию и замочить на ночь. А это дуршлаг из Икеи. Он сделан из такого пластика, который при обычной мойке плохо оттирается. Он впитывает в себя грязь, и ее сложно убрать, даже в посудомоечной машине. При использовании таблетки в таком виде видно, что и она хорошо справляется с этой задачей. Обязательно не забывайте хорошо ополаскивать средства под краном. А вот еще одна моя боль – это чайник, он стоит рядом с мультиваркой, и все равно на него оседают капли жира. Так как он часто нагревается, то эти капли как бы запечатываются на нем. Здесь я нанесла средство и оставила буквально на минуты 2. Могу отметить, что это средство хорошо работает именно с нагаром и жиром. А это сборник в раковине, и нижняя сторона очень грязная. В обычной жизни с ней просто так не справиться. Я всегда использовала едкое средство для жира. Здесь я нанесла таблетку, обработала поверхность раковины, смесителей, и хочу сказать, что здесь не надо прикладывать сильных усилий, и так хорошо все отмывается. Отлично моет именно изделия из нержавейки, хрома, не оставляет потеков и разводов. На раковине есть определенный налет, который я обычно убирала с помощью порошка Пемолюкса, после чего еще смывала белесый след от этого порошка. Здесь же несколько пшиков и готово. Дошла очередь до сборника, видно, что губка легко оттирается, но ей здесь неудобно работать, поэтому я взяла старую щетку, хотя она у меня и мягкая, но и она хорошо справилась. Но и не забываем хорошо смыть средство с таблеткой.
Здесь я варила соус, и он у меня выкипел. Поверхность электрическая, поэтому моментально к ней все пригорает. Нанесла первые пшики, подождала 5 минут и начала оттирать. С первой попытки оттереть такой нагар не удалось. Поэтому я нанесла второй раз, и вот со второго раза таблетка справилась. Но если применять такое средство после каждого использования плиты, то я уверена, плита будет всегда в отличном состоянии. Тут даже не нужно ждать время действия таблетки. Посмотрим, справится ли таблетка с эмалированной кастрюлей. Таблетка сняла какой-то слой желтизны, но меня такой результат не устраивает, поэтому пойду по схеме убить 2 зайцев сразу. Кидаю таблетку, наливаю крутой кипяток и жду, когда таблетка полностью растворится. Я подготовила чистые вещи, но которым уже никак не помочь. Я их уже отбеливала, замачивала, избавлялась от пятен, но все понапрасну. Так как у меня машина с сушкой, возможно, пятна я запечатала навечно. Где-то слышала, что сушить в машине не рекомендуется, если на вещах есть пятна. Их потом будет сложно убрать. Так и есть. На этих полотенцах визуально не видны пятна, но на самом деле их там достаточно, и они имеют такой сероватый оттенок. Посмотрим, сможет ли таблетка убрать эти пятна и насколько сможет она их отбелить. И заодно проверим кастрюлю. А в этой кастрюле из нержавейки я буду замачивать кухонные тряпочки. Я обычно их стираю в машине при 60 градусах, и они, конечно же, не отстирываются, как мне хотелось. Я думаю, из-за того, что они сделаны из микрофибры, и поэтому пятна цепко на ней держатся. А это моя любимая единственная сковорода. Однажды я ее испортила, оттирала нагар в центре и немного содрала слой. А это не менее любимая крышка. Визуально она чистая, но на ней есть все же следы, которые нужно немного подчистить. Наношу все то же средство с таблеткой, делаю это впервые, поэтому наношу обильно. Хотя я думаю, для результата достаточно и пару пшиков. Однажды я испортила сковороду, оттирала нагар и немного содрала слой тефлона в центре. Коричневый след сковороды – это естественный процесс, он допускается. Но меня больше всего беспокоил жир в центре. Почему-то там он скапливается и его сложно убрать. Результат использования таблетки меня очень обрадовал. Отлично справилась с нагаром в центре, и посмотрите на эту чудо-крышку. Теперь она блестит как новая. А это очень-очень старый тостер, у которого стенки металлические и сильно нагреваются, и все, что на него попало, сразу пригорает. На нем есть черные разводы, которые ничем не убирались, и сверху образовался какой-то потек, даже не знаю, что это. Ощущение какой-то краски. Таблетка убрала все загрязнения, кроме этого потека. Он стал значительно светлее, но я думаю, что это уже дефект краски. Также этим средством я решила пройтись по краям посудомойки. Там часто скапливаются жировые отложения и мусор. Со стеклом духовки это просто красота. Несколько пшиков и стекло без труда чистое. В таблетке содержится такое вещество, которое отвечает за то, что таблетка не оставляет разводов. К сожалению, духовку сегодня почистить не удалось, так как ее чистила недавно. Ну и в общем, внутри она такая же, как и противень, из хорошего металла, который чистится с легкостью. А это чаша от планетарного миксера. Она выполнена из нержавейки. Мою ее в посудомойке, но она оттуда выходит почему-то с разводами. А с помощью таблетки чаша сейчас в полном блеске. Стоит, сияет. В общем, это хороший показатель таблетки. Чувствую, все мои кастрюли из нержавейки засияют новым блеском. Баночка из Икеи стоит на холодильнике, и на ней есть небольшой налет, который просто тряпкой не убрать. Нужно немного будет потереть. Но и тут таблетка справилась. Отметила для себя, все, что связано с жиром, этому средству все по плечу. С легкостью возьмет любое загрязнение и поверхность холодильника в том числе. Хочу проверить на белой подошве. В некоторых местах еще осталась грязь, но и тут средство справилось. Что мне понравилось в средстве с таблеткой, то, что оно универсальное. Разбавил таблетку в воде и ходи пшикай, и всего это за 12 рублей. Чудеса!
Перешла в ванную, здесь больше всего меня беспокоит стекла душевой кабины. У нас вода мягкая, и поэтому нет белесых потеков, но есть сильные потеки от воды. На ощупь они шершавые, и просто тряпкой их не убрать. Обычно я наносила средство и губкой терла, и потом смывала несколько раз, и еще натирала. Здесь же пшики губкой распределила и просто смыла. После высыхания никаких потеков. И еще мне понравилось, как таблетка очистила акриловую ванну от небольшого налета ржавчины, без тщательной стирки и без едкого запаха. С антфаянсом тоже проблем не возникло. На хромированной пробке у меня часто образуется непонятный круг, который убирается только сильным средством. Не понимаю, откуда он берется, видимо, это физика, но тем не менее таблетка и тут справилась. К сожалению, не могу сказать про известковые налеты, убирает ли он или нет, у нас их нет, так как в доме не жесткая вода, но ржавчину убирает хорошо. Наступила очередь стульев. Выбрала два самых грязных, я примерно один раз в полгода их мою. Но сложность мытья в том, что остаются иногда разводы, от которых сложно избавиться. Для начала их хорошо нужно пропылесосить. Наношу средство и чуть влажной тряпкой жесткой основой начинаю тереть. Мне нравится то, что нет обильной пены, которую потом сложно смыть. Кстати, стулья цвет не поменяли. Затем чистой водой смываю средство с обивки. Вся процедура мытья стульев заняла около 5 минут на 2 стула. Посмотрите только, сколько грязи с одного стула. Кстати, видела ролик, где чистят с помощью таблетки стулья и диваны из эко-кожи. Там пару пшиков просто протерли тряпкой и вуаля, чистая мебель. После того, как стулья высохли, обязательно нужно пропылесосить, снять сухой слой средства. Результат меня очень порадовал. 5 минут процедуры и никаких разводов. Все супер. Рекомендую. Теперь чаще можно будет чистить стулья и не грустить, что дети что-то пролили. А это самый грязный кусочек моего дома, если вовремя не уследить. Это лоток от стиральной машины. У нас периодически бывает ржавая вода плюс порошок сделали свое дело. Просто пшикнуть и оставить на время это не помогло. Поэтому я решила замочить на ночь в кипятке и туда же закинуть фильтры от кофемашины и несколько столовых приборов. На следующее утро я потерла щеткой, стало, конечно, значительно лучше, но не на все 100%, к сожалению. Если запустить, не все можно исправить. Столовые приборы из нержавейки теперь тоже блестят. Я потом замочила все столовые приборы на 10 минут, и результат отличный. Это та кастрюля, в которой я замачивала белые вещи. Сама кастрюля отбелилась и пропали эти серые полосы. Не могу сказать, что таблетка справилась на все 100%, пятна где-то все же остались. Но повторюсь, что это как бы запеченные пятна, которые, я думаю, уже ничем не убрать. Потому как другие средства с ними тоже не справились. Но в одном точно, таблетка сделала вещи значительно белее. Кухонные тряпочки, да, она их в какой-то мере отстирала, но тоже не на все 100%. И чехол от Керхера тоже не отстирал, но, видимо, ему уже ничем не помочь. Всем спасибо за просмотр, мое видео подошло к концу. Я думаю, что мой видеоролик кому-то был интересен и даже полезен, так же, как и мне в свою очередь. Я ни разу не использовала это средство по этого видео, я сегодня с вами это впервые делаю. И думаю, что она найдет широкое применение и в вашем быту. Я использовала таблетки Finish, это не реклама, вы можете использовать абсолютно другие таблетки. Для посудомоечной машины я использую порошок Somad. Я думаю, что и порошок тоже замечательно с этим справится, поэтому пробуйте, не ленитесь. Я думаю, что это классное универсальное средство, почему я об этом не знала раньше. Кстати, вот такая упаковка в 25 таблеток мне обошлась всего в 300 рублей, то есть в среднем одна таблетка стоит 11-12 рублей. Еще один универсальный способ, чтобы меньше прикладывать сил на уборку нашего дома. Я считаю это супер. Всем до новых встреч!